Так, отлично. Если я не совсем устану и не начну заговариваться, мы с вами и так уже почти час, но видите, нас перебило, мы бы уложились. Поехали, кто опоздает, те присоединятся. Я читаю вопрос заново и буду на него отвечать. Встречаюсь с женатым мужчиной 3,5 года каждый день. В выходные постоянно созваниваемся и списываемся. Поставила в августе условия: или со мной, или без меня. Мужчина объясняет, что нам хорошо, потому что мы вместе живем, а семья – это скучно и уныло. Не факт, что нам будет в браке так же хорошо. Быт в браке все испортит. И он мне с первого дня сказал, что женой никогда не разведется. Брак – это договоренность двоих. Я подразумеваю, что это брак по расчету. Любит или не любит, что мне делать, нам 45 лет. Если честно, вот прочитав этот вопрос, я была слегка озадачена, потому что здесь все ясно, как божий день, с мужской стороны. То есть мужчина сказал все сразу, да, ему удобно, его все устраивает, и менять он ни в чем ничего не собирается. То есть мужчина четко обозначил: я захожу в эти, так сказать, отношения вот на таких условиях, и все. И ни куку, и ни гугу. Дальше ни на шаг не сдвинусь. Мне удобно, мне хорошо. Но тут вопрос задает женщина, и она же говорит, что условия поставлены в августе, а до сих пор ничего не поменялось, и они встречаются. Но если ничего не поменялось с августа, и вы продолжаете встречаться, несмотря на поставленные вами условия, то мужчина четко знает, что вас тоже все устраивает. Знаете, почему знает? Да потому что если бы вас что-то конкретно не устраивало, и вы готовы были настоять на своем, вас бы в этих отношениях уже не было. Понимаете, какая штука? Если женщину что-то не устраивает, у меня только один вопрос: почему вы до сих пор еще в этих отношениях, которые вас не устраивают? Потому что мужчины не понимают слов. Вот я, отвечая на другой вопрос, Оля говорила: Оля, извинения твои, ему до лампочки, мужчины не понимают слов. Зато мужчины прекрасно понимают поступки. Мы всегда своими поступками голосуем за то, что нас устраивает, не словами. И мужчины понимают только действия. И если вы продолжаете оставаться в тех отношениях, в которых вы есть, значит, вас тоже все устраивает. Вот такая штука. Тогда о чем вопрос? Понимаете, какая штука? Я надеюсь, автор этого вопроса либо тут у нас в эфире, либо нет. Будем разбираться. Вопрос следующий. Есть у моего мужа знакомый, с которым я стала делать совместные проекты. Так как этот знакомый периодически шлет смайл с поцелуями, или рассказывает, что он очень офигенный, или начинает выяснять что-то за жизнь, планы на будущее и так далее. Мужу моему дает понять, что общается со мной. Зачем? Муж ведь знает, что мы общаемся. Этот знакомый женат, о своей жене никогда не говорит. Что он задумал? Такой вот вопрос. А у меня встречный вопрос. Вопрос не в том, что задумал он, потому что это не вопрос. Вопрос в другом. Почему это волнует вас? Замужнюю женщину, у которой есть семья, которая общается со своим мужем, и муж в курсе ее дел. Почему это волнует вас? Потому что именно своей реакцией и акцентами в этом вопросе вы подтверждаете, что вас его поведение что-то цепляет. Цепляет конкретно.
раскачивает на эмоции. То есть вам важно смотреть не в ту сторону, чего он задумал, а в ту сторону, почему я, замужняя женщина, реагирую на всякую двусмысленную хрень от другого мужика. Про что эта хрень для меня? Чего лично мне не хватает в моей сегодняшней жизни, в моей семейной жизни, может быть, что я угадываю в подтексте его дурацкого поведения. То есть это про себя. Про себя. Вопрос к себе развернуть. Потому что тогда вы из этого вопроса получите пользу. Если я вам отвечу, что им движет, я могу сейчас гадать, потому что там может быть все что угодно. Вам это не поможет. Зато ответ на вопрос, почему я на эту хрень реагирую, почему я на это ведусь, почему меня это беспокоит, чего мне не хватает сегодня. Понимаете, в чем дело? Когда мы обращаемся к себе и задаем себе этот вопрос, мы можем ситуацию поменять, мы можем поменять свою жизнь, мы можем ее улучшить, мы можем ее вывести на новый уровень, мы можем отношения с мужем вывести на новый уровень, все чего угодно. Мы можем видеть какие-то, то есть ответив себе на вопрос про себя, про свои эмоции, мы можем увидеть очевидные промахи в поведении этого мужчины и откровенно, может быть, какие-то, может, мы видим там, где ничего нету, а может быть, мы не видим очевидных вещей, увлекаясь только тем, на чем нас раскачивают на эмоции, потому что мужики иногда качают на эмоции ведь для того, чтобы и раскачавши нас на эмоции на нашей шее въехать в рай, что-то поиметь со своего интереса. Бывает и такое. И поэтому, если у вас проблемы с мужем, если вам чего-то лично самой не хватает в эмоциональном плане или не хватает в эмоциональном плане в ваших отношениях, может быть, страсти утихли, могу порекомендовать свою программу «Ключ от мужских сердец». Вот в ней для вас подсказок выше крыши, потому что как раз она позволяет и ваши романтические отношения взбодрить, и добавить новую струю в ваши чувства, и все. То есть она как раз вот про то, чтобы мужчина заново посмотрел на вас новыми глазами, ваш собственный муж, и влюбился, и вы в него влюбились. Вот это вам поможет. Это если из тех программ, которые есть у меня. А если вы хотите решать этот вопрос самостоятельно, то ответьте на те вопросы, которые я сказала вам, стоит обратить внимание. Потому что это реально важно. Когда вы обращаетесь к себе, почему я на это реагирую, почему для меня это важно, какого хрена меня на это раскачивают, вы начинаете для себя получать про саму себя больше информации, больше пользы. Вот такая вот штука. Поэтому я думаю, я ответила на этот вопрос. Вот тут Рената меня не могу, вот любимым клиентам не могу не ответить. Рената спрашивает, а на работе мужчины руководствуются тоже преимущественно действиями? Мужчины всегда руководствуются действиями. Это мы можем повестись на чувства. Хотя я постоянно говорю, барышни, выключите чувства на минутку. Я имею в виду выключить, не заморозить, а бабочек в животе убить, крышу уехавшую вернуть на место и включить мозги. Потому что когда вы выбираете мужчину или когда вы выстраиваете отношения где-то, или даже когда вы на работе, ваши чувства вам там не нужны. Разве что вы там, я не знаю, человек искусства, и вам очень важно через свои чувства, через проживание своих чувств, выплескивая это наружу, заражать других людей. Но если у ваша работа про другое, а не про чувства, приберегите их для себя, они вам очень сильно улучшат качество жизни, когда вы будете с ними в ладу. А на работе мужчины обращают внимание всегда только на действия. Да, они могут качать вас на чувства, они могут бить вас в уязвимые места. К сожалению, да, вот люди такие. Но они будут всегда смотреть на ваши действия. Вот такая вот штука. Так, ну и мы подошли к финишу. Еще один вопрос, и мы будем заканчивать. У нас с мужем имеется какой-то кризис в отношениях довольно долго. Примерно 1,5 года. Ну и, соответственно, скандалы, взаимные обвинения и прочее. Нормально общаться
общаться мы не можем. Он как-то сказал, что разочаровался во мне, во многом виновата я, но речь сейчас не об этом, а о том, что я ему говорю: хорошо, мы любили друга, теряли интерес взаимный и уважение, а так в жизни бывает, давай разведемся, и я уеду. Но он говорит, что он меня не гонит, разводиться тоже просит повременить, так как мне экономически невыгодно уезжать от него, я не тороплюсь уезжать. Но сколько это может длиться, я не понимаю, чего ему надо. Сразу скажу, что у нас разделенный бюджет. Вот такая вот штука, да, вроде как мы живем под одной крышей, но каждый ест и гуляет из своего кошелька. Знаете, что я вам скажу? Честно, прочитав ваш вопрос вот в том описании, которое вы дали. Кстати, кто-то может там удивляться, вот почему я так говорю. Ну, когда ты больше 15 лет работаешь, консультируешь людей и работаешь с человеческими судьбами, а до этого еще 20 лет руководил людьми и тоже управлял их судьбами, жизненный опыт уже, извините, 35-летнего общения с людьми, он сказывается. Плюс у меня от природы есть, в принципе, хорошая склонность к эмпатии. Я очень быстро считываю людей и понимаю, что ими движет и как им можно помочь. И вот здесь вот, читая этот вопрос, я четко понимаю, что у вас обоих есть свои причины, в которых вы оба не признаетесь, вы их не озвучиваете ни себе, ни друг другу. У вас есть причины оставаться вместе. Они есть. И мне кажется, что у ваших отношений еще не все потеряно. Вот если честно, вот прям читаю и понимаю, что здесь еще не все сказано. Здесь точно есть о чем, может быть, переосмыслить ваши отношения, может быть, договориться, потому что у вас могли быть разные представления об отношениях, могли разные представления быть о совместной жизни. Могло что-то пойти не так, где вы друг другу промолчали, не сказали и упустили какие-то важные моменты. Но это еще не потеряно. Есть моменты, когда я говорю, я вообще сторонник того, что, в принципе, отношения можно сохранить и нужно сохранять, если они вам дороги. И я уже говорила в предыдущем вопросе, да, что мы всегда голосуем действиями. Если бы вы хотели разбежаться, вы бы уже разъехались, побили горшки, разбежались в разные стороны и забыли бы друг о друге. Но вы находитесь под одной крышей. Вы находитесь под одной крышей. Пусть с разным бюджетом, пусть с разными взглядами, с разными ожиданиями, мои дорогие, но вам стоит сесть и поговорить. Хотите лучше в этом разобраться, я, вот честно, приглашаю на консультацию. Потому что разбираться нужно в двух направлениях. Что держит вас тут и чего не получили, из-за чего хотите уйти. То есть такой вот, да, одно держит за одну руку, а второе выталкивает. Я не получила, хочу уйти. И следующий момент, в котором стоит разобраться, действительно, ваши отношения изжили себя, или вы просто перестали ценить друг друга и то, что вы даете друг другу, и чувствовать ваши собственные чувства. То есть две вещи, в которых стоит разобраться. И если первый момент по поводу, что держит, чего не получила, то есть это лично про вас, с этим лучше разбираться на консультации, потому что там мне нужно больше данных, больше информации о ваших отношениях, чтобы можно было покрутить с разных сторон, чего вы хотите, что от вас хотели, как это происходило, то есть собрать вот ту информацию, на основании которой я могу дать вам совет, который поможет вам принять важное решение. То второй момент, который касается оживления чувств, да, вот тут как раз в эту сторону можно совершенно спокойно подвинуться с помощью моей программы «Ключ от мужских сердец». Там да. И так может оказаться, что, пытаясь оживить чувства, вам действительно не понадобится никуда уезжать. И у вас или появится другой мужчина здесь, или у вас вспыхнут отношения с этим мужчиной, который есть сейчас. Подумайте. Потому что начитать на новом месте с нуля, а уезжая на новое место после развода, вы начинаете не с нуля, к сожалению, вы начинаете с минуса. Об этом мало кто
задумывается. Потому что развод – это всегда, когда вы оказываетесь, вы думаете, что вы уйдете просто с одного, ну вот на одной плоскости, с одного места на другое, ничего не потеряете. На самом деле оказывается, что вы очень много теряете и по времени, и по статусу, и в материальном плане, и в эмоциональном, и в энергетическом, и в сексуальном, и во всех, ну, вы очень много теряете, реально. И когда вы понимаете, что есть шанс за что зацепиться, и вы находитесь под одной крышей, несмотря на то, что вы якобы решили разъехаться, поверьте мне, у каждого из вас в душе, особенно если мужчина оставляет открытой дверью, у вас в душе теплится у каждого из вас надежда. И я думаю, что ваши отношения еще можно сохранить. Подумайте об этом. Хотите, приходите на консультацию, мы вместе с вами сядем и разберемся. Я не буду, на консультациях я не продавливаю вас и не заставляю вас принять то решение, которое я считаю правильным. Ну, это невозможно, во-первых, потому что у каждого своя голова, и каждый, выйдя с консультации, принимает свои решения, делает определенные действия, какие считает нужным. А когда вы со мной, вы можете просто покрутить ситуацию, я вам покажу те нюансы, которых вы не видите. Ну, то есть это реально очень важно. Ольга, если ты в эфире, замечательно, вот подумай и приходи. Это был последний вопрос, и вот не могу, опять же, клиентам не могу не ответить. Можно подробнее ключ от мужских сердец и сделай, как я хочу. В чем разница? Это две абсолютно разные программы. Две абсолютно разные программы. «Сделай, как я хочу» – это о том, как научиться просить, получать помощь от мужчин, делать их своими партнерами в каких-то делах, чтобы они о тебе заботились, чтобы они проявляли сами инициативу в том, чтобы тебе помогать, и не надо было за ними бегать и хватать за руки. То есть вот такое вот, чтобы он закрывает только одно это направление. Как сделать так, чтобы мужчины сами предлагали помощь, чтобы вы спокойно ее принимали без угрызений совести, без каких-то иллюзий, без ничего. Вот это «Сделай, как я хочу» этому посвящен. Там все четко разложено по полочкам, причем барышни говорят, что даже не рассчитывали на те моменты, которые, что они вот там после первого-второго каста получат результаты, и мужчины будут сами предлагать помощь, и все, проявлять инициативу, все пошло. И, ну, я в своих программах, я точно знаю, что результаты начинаются сразу после первого каста. Что касается программы «Ключ от мужских сердец», мы про нее говорили в прошлую субботу на прошлой трансляции. Там разложена стратегия влюбления, формирование чувства, чтобы это чувство проросло. Да, это то, что я «Сделай, как я хочу», это то, что я говорила на твой вопрос о подарках. А «Ключ от мужских сердец» – это то, чтобы мужчина влюбился правильно, влюбился навсегда и был уверен, что он влюбился в тебя по собственной инициативе. Вот про это «Ключ от мужских сердец». Там нет манипуляций, там чистая психология. Да, есть немножко приемов разведчиков, но то такая, как это, приправа. Но на самом деле чистая психология, все хорошо, потому что когда у нас где-нибудь дырка, я всегда говорила, что если мы где-нибудь сбиваемся, у нас получается что-то не то. И вот «Ключ от мужских сердец», он как раз про то, чтобы провести мужчину вот через все вот эти вот этапы, 5 этапов, чтобы он четко был уверен, что блин, вот эту женщину хочу. Лариса, помните, как в «Мимино», да, кто смотрел, кто еще в моем возрасте, кто смотрел «Мимино», да, здравствуйте, Ларису Ивановну хочу. Вот чтобы вас мужчина тоже так же вас хотел, как Мимино хотел Ларису Ивановну. Вот такая вот штука. Может и получиться. Почему не получится? Может и получиться, потому что, скорее всего, где-то, ну, ты сама, во-первых, не чувствуете, где-то ты сама не чувствуешь к нему, может быть, всего того, потому что чем программа моя хороша, да? Вы не как хитрая холодная сучка влюбляете мужика и делаете из него такой мякиш, которым можно управлять. Нет. Моя программа про то, что вы постепенно с мужчиной входите в море любви,
вместе, вместе. Но вы понимаете, куда вы идете. Он вас не утопит, вы его не утопите. Вы точно понимаете, что вы в этом море можете плавать и наслаждаться плаванием. Понимаете, какая штука? И вот это вот важная вещь. Поэтому вот это про это, да, это чтобы было всерьез и надолго, и чтобы мужчина точно знал, что ему даже другие женщины: не показывайте, не надо, моя лучшая. Вот это вот не показывайте, я вот с ней хочу быть. Вот эта программа про это. Так, я бы к вам тоже пришла на консультацию. Кира, для записи на консультации в описании сейчас закончится трансляция, обновится страничка. Под этой страничкой в описании есть ссылка для записи на консультацию. Оплачивайте, приходите, консультируйтесь. Я всегда рада. Вот как вернуть любовь и страсть в отношения? Анастасия, у вас вопрос ни о чем. Вот простите, ни о чем. Потому что советовать тут много, и все пальцем в небо. Потому что с такими вопросами лучше либо приходить ко мне на тренинг, учиться, либо приходить на консультацию, разбираться. Поэтому вы вот определитесь, вам куда, или учиться, или разбираться. Если страсть и любовь, ключ от мужских сердец в самый раз. Даже вот просто попробовать. А если разбираться, с какого момента пошел сбой и как не просрать все остальное, это на консультацию лучше. Там я мозг четко с ювелирной точностью вставляю на место. Вот. Ирина, вот ни о чем вопрос. Не знаю. Не знаю. Кто-то так привык. У кого-то это допустимо, кто-то держит дистанцию. Вот по одной этой вещи я не знаю, что вам сказать. Нужно смотреть еще, как правило, мужчина делает параллельно с этим еще кучу других вещей. Если вы знаете, на что смотреть, вы принимаете решение. Есть у меня такая программа замечательная, которая называется «Не соглашайся на то, что предлагают». Вот она про это. Она про это. Тогда вы точно знаете, где мудак, а перед вами, а где мужчина нормальный. То есть она определяет ясность фильтрации мужчин на моменте отбора. Если вам вот не хватает в этом знаний, программа «Не соглашайтесь на то, что предлагают», вам самое оно. Вот такая вот штука. Так, барышни, мы с вами даже чуть больше запланированного, ну, из-за паузы, из-за того, что была необходимость перескакивать из комнаты в комнату, засиделись. Скажите, пожалуйста, я вас удовлетворила или нет? Дайте мне обратную связь, те, кто со мной сегодня просидели в эфире. Вы на шару со мной просидели или все-таки вы подчеркнули для себя что-то полезное? Дайте мне обратную связь, потому что вы на нее так скупы, честно. Но вот просто иногда ржать хочется. Я психолог, я понимаю, почему это происходит, потому что вы с собой-то скупы. Но когда вы не даете обратной связи, это не только мне, кстати, вы с мужиками тоже так поступаете очень часто. Вы не даете им обратной связи. И мужик попыжится и скажет: да ну ее нахрен, я лучше пойду там, где хоть какая-то обратная связь есть, хоть какая-то реакция. А когда она сидит как мумия, да ну, что ж я буду мудаком тут прыгать. И чем старше мужик, и чем лучше мужик, тем меньше у него желания что-либо делать. Понимаете, какая штука? Тем меньше у него желания что-либо делать. А когда вы скупитесь мне написать на хорошее видео комментарий, когда вы скупитесь поставить лайк, когда вы скупитесь переслать подружке, понимаете, какая штука? Вот вы используете эти советы на практике, замечательно, используйте. Но где вы мне написали за это спасибо, где вы мне лайкнули, где вы сделали репост? От этого канал развивается. Я же снимаю видео, чтобы и мне, и другим было хорошо. Но когда вы поджали, и все, никуда не идет. Вот тут кто-то умничает и пишет прописные истины. Если это прописные истины, пойдите, сделайте хоть что-нибудь из этих истин. Перестаньте выеживаться. Сделайте что-нибудь. Понимаете? Тогда, может, и истины, перестанут быть прописными, потому что ваша жизнь изменится.
А когда вы умеете и ни хера не делаете, простите, пожалуйста, но в жизни жопа. Вот такая штука. Да, я понимаю, что я называю все своими именами, иногда неприятно. А, Куда вопросы были? Вы, кстати, многие из вас даже на канал не подписаны, небось. Вот кто из вас не подписан на мой канал? Напишите «нет». Ну, я оставлю вот это я оставлю в записи, пусть будет в доступе, или потом нарежу на отдельные видео, посмотрю. Вот кому-то обидно. Ну, обидно, неприятно, ну а нахрена вы мне пишете прописные истины? Зачем вы меня обесцениваете? Я умею отвечать за то, что мне пишут гадости, даже такие красивые. Это, кстати, называется очень нехорошим словом пассивная агрессия. Кстати, это не обратная связь, это умничание. Потому что если бы я говорила прописные эти истины, я бы вам говорила: мышки, станьте ежиками. А я говорю по делу. Поэтому это попытка повыеживаться была, а не обратная связь. Потому что прописные истины это обесценивающее утверждение. Потому что все их знают, и никто ни хрена не делает. Вот такая штука. А я все-таки надеюсь, что я в ваши головы зерна посею, чтобы растолкать вас на то, чтобы вы свою жизнь изменили к лучшему. Приходите учиться, приходите, блин, жизнь свою менять, сделайте что-нибудь для себя. Потому что тогда качество вашей жизни серьезно меняется. А когда вы сидите, ждете: ой, блин, сейчас найду волшебную таблетку, проглочу ее и все поменяется, а ни хрена не поменяется. Понос может быть. Я не угнетаю женщин и не возвышаю мужчин. Вот не надо передергивать. Никогда в жизни я ни одних, ни других не унижаю. Понимаете, какая штука? Не унижаю. Ни тех, ни других. У меня нет в этом нужды. Это ваша интерпретация. Вам кажется, что я унижаю. Подумайте, почему вам так кажется. Окей, не стоит человек того, чтобы на него время тратить. Мои сладкие, спасибо вам за добрые слова, я почитала. Вот здесь кто-то пишет, что очень давно подписан. Кто не подписался еще до сих пор, красная кнопка с колокольчиком, жмите на него, и вам будут приходить сообщения о том, что что появилось новое видео. Я сейчас, кстати, планирую запустить новый формат немножко. На канале есть очень много хороших видео. Я буду снимать вам свежее. Вам интересно, на канал была бы вам интересна ретроспектива моих, ну вот как избранное, знаете, делают, моих видео, которые, ну вот я сейчас просто анализирую канал, фильтрую некоторые видео. И если я вижу интересные видео, вывешивать вам пару раз в неделю вместе со свежими, то есть будет на канале появляться 2 новых видео, и плюс еще будет в сообществе ссылка на то, что на видео старые, которые раньше сняты, допустим, там пару лет назад, 3 года, каналу там почти уже 10 лет, нет, 7 лет, чтобы вы могли видеть те советы, которые уже давно сняты, а может быть, кто-то их ждет. Делать это или не надо? Я буду просто писать коротенький анонс текстом, и чтобы вы могли этот самый видеть, пойти пересмотреть, кому интересно. Интересно делать такое, да? Я просто сегодня мне пришла идея, я просто увидела, ну вот отвечала на ваши комментарии, и там были комментарии под старыми видео появились, 1-2. Но я смотрю, видео классное, а просмотров нету, мало. Ну, тогда еще у меня канал был не раскрученный, поэтому оно вот такое, как было, руки-крюки. Поэтому вот могу выпускать новые видео и в этот самый параллельно делать анонсы. Поэтому вот если вы подписаны, вам будет приходить текстовое сообщение о том, что у меня на канале есть ссылочка, я буду писать, о чем видео и что в нем для вас может быть полезно. Хорошо? Вот кто-то пишет, я с дочкой делюсь, она подросток. Подросткам на самом деле мои видео в корне полезны.
полезны, потому что очень многие мамы не учат тому девочек, чему надо. Чувству собственного достоинства, уважению к себе, признанию собственной ценности, пониманию тому, что нужно выставлять с мужчиной с первой секунды общения правильные границы. Вообще, что такое личные границы, как они выглядят, как выглядят здоровые границы и что в них важного. Мамы об этом девочек не объясняют, не учат и не объясняют. Мало того, девочки видят хреновый пример перед собой, как у мамы сковеркана личная жизнь, как по-идиотски мужчины относятся к этим самым, к этим мамам. Мамы их гнобят в конечном итоге, девочки травмированные. А какое счастье может быть? И именно поэтому я за то, чтобы мои девочки, я снимаю видео, я матерюсь только на прямых трансляциях, вот не надо туда детей приводить. Именно поэтому я трансляции убираю из доступа через какое-то время. Но потому что мне мам разбудить надо, потому и матерюсь. А в видео я, в принципе, все очень даже прилично объясняю, и это девочкам-подросткам абсолютно спокойно можно смотреть. Но тогда девочки будут идти в жизнь хотя бы с более-менее ясным представлением о том, как оно должно быть, чтобы было хорошо. Не как-нибудь я там прикособочусь, приспособлюсь и изгалюсь, чтобы оно хоть как-то прокатило, а что может быть, чтобы мне было хорошо. Поэтому вот девочкам-подросткам, да, давайте рекомендации, пусть смотрят. Там есть что посмотреть. Я со спокойной совестью говорю это, потому что очень много хороших советов есть на канале. Я делаю это с душой, искренне. Если вы одобрили мою инициативу, значит, я так и буду делать. Я буду 2 раза в неделю постить ссылочки на анонсы старых видео, а 2 раза в неделю будем делать новые видео. Потому что с марта, может быть, изменится формат работы трансляций, может быть, станет меньше, потому что я хочу запустить живые группы коучинговые. Интересные программы уже есть, я написала их, поэтому встречаться чаще будем с теми, кто вживую уже именно, кто со мной будет в группах, а с вами будем вживую видеться в видео. Ну и да, конечно, я хотя бы 1 раз в месяц буду делать трансляцию, если будет получаться, может быть, 2, но так часто, как раньше, уже не было. Поэтому, мои дорогие, ну и вкусные предложения тоже закончатся. Поэтому вот хватайте еще возможности до конца февраля, пока я еще дарю подарки в виде купонов на программы до конца до конца февраля у нас еще будут с вами трансляции. А потом Алла уйдет в индивидуальную работу, потому что в индивидуальной работе я могу больше дать, и там больше отдача получается. И мне это нравится больше. Я не хочу обидеть никого из вас, тем более, что здесь есть клиенты, которых я люблю, которые у меня сейчас уже проходят программы, и успехам которых я очень сильно радуюсь. Но я хочу, чтобы у вас успехи были еще круче. Вот хочу, да, я вот такая зараза, я хочу, чтобы ваша жизнь была еще лучше. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока, мои ласточки. Трансляция останется в доступе. Я вас всех люблю, обнимаю. И до встречи в следующих трансляциях. Кстати, в субботу купонов пока еще нету. В субботу, может быть, будут. В субботу будет трансляция. Кстати, в субботу будет трансляция. Какая тема будет, скажу завтра. Сегодня интригую, будет классно. Кстати, немножко перекликается с ответами на вопросы. Честно скажу, потому что тему уже знаю. Скажу одно слово, а остальное прочитайте завтра в анонсе. Офигенная. Это про вас. Вот. А все остальное завтра напишу в анонсе, и встретимся в субботу вечером. Все. Всего вам доброго, мои сладкие. Пока-пока. С вами была Алла Касаткина. Мне приятно слышать, видеть, читать вашу обратную связь. И даже если вы сейчас не поленитесь, когда закончится трансляция, зайдете на канал и ручками в комментариях напишите мне свои спасибо, я буду счастлива. Потому что эта трансляция останется в открытом доступе. Поймите, важный момент, когда вы пишете комментарии, когда вы ставите лайки, когда вы пересылаете подружкам, шлете ссылку на это видео, YouTube засчитывает его как достойное внимание и показывает его другим людям. А когда вы тихонько пошли посмотрели и выключили, он показывает его вам только в рекомендуемых видео и больше никому.
но согласитесь, что то, чем я с вами делюсь, оно стоит того, чтобы его видели другие люди и меньше себе били шишки. Поэтому комментарии, лайки, вот это я люблю. Все, пока-пока, я вас люблю и до встречи в субботу.